И, кстати, это будет ответ на ваш вопрос, как с нами обращалась 18 числа, пол 11 пришли трое нациков. И они, значит, мы были в подвале, были зачистка это, мы, значит, были в подвале, а еще из Хрящеватого пришла моя племянница с 15-летним сыном и мужем. Они убежали, у них вообще дом с градом разбили. Они с лица земли, новый почти дом, все, они прибежали, в чем были. Вот. Мы ж не знали, они заходят, подходят сюда с флагом же белым, а у нас тут танк. Она спрашивает соседи, они хоть живы? Она говорит, мы не знаем, живы или нет. Короче говоря, они пришли сюда, они пришли 15 числа, это уже случилось, а 18 стала зачистка. Нас повыгоняли с подвала, ну, двое так еще ничего, вроде так потише, а один, ну, просто зверюга. Давайте быстро эти мобильники повыхватывал. У нас старые мобильники, какие у нас мобильники? Ну, старые. Повытягивал это все, а потом перед этим мы еще там были, муж вылез, смотрит, а ему на день рождения навигатор я подарила еще в прошлом году, новый. Смотрю, он его выдрал, тот навигатор, и вот сюда кинул вот это, прямо на землю. Ага, начал у племянницы, у них более современные эти мобильники, выдирать эти сим-карты, аккумуляторы, все. Ага. И сказал, быстро всем уходить. Но племянница успела сумку с собой схватить. Ну, там, что в нее там были, может быть, деньги или что. А мы вообще, как пришли голые в этот мир, так и вышли за ворота. Ничего, даже копейки не было. И нас сказали, всем сбор, идите к церкви. Мы туда пошли. Ага. Пошли в церковь, всех начали вот это кто, всех выгонять туда до церкви. Ну, мы в чем были, я вот, ну, как были, вот одета я в том халате, все, пришли. Тут в церковь бежим же все, тут смотрю, впереди нас идут и Смирнова, и Ковтунова, она такие пожилые женщины, старые инвалиды с палочками, все туда ковыляют, вся наша улица. Вот, приходим, церковь закрыта. Там все стоят, ну мы ж не ходили никуда, смотрим, танки укопаны, все это тихий ужас, что творится. В общем, мы приходим, нам некуда. Я говорю, куда? Они говорят, заходите с той стороны церкви и садитесь, ложитесь на землю и лежите. Я смотрю, люди прибывают, дети тут. Я что знаю, эти семью около магазина Калинки живут. Там 1,5-2 годика девочка, еще девочка 3,5 годика. Потом с грудным ребеночком пришла одна, еще. Боже мой, что ж такое? Я мужу шепчу, говорю, Толя, это, наверное, какая-то провокация. Это как бы не вторая Одесса. Они нас согнали туда в церковь и не отпускают. Люди прибывают, уже больше 50 человек. Хлопцы взяли, подняли чистилкой, что ноги чистят, эту дверь и открыли. Мы туда зашли все. Уже 5 часов вечера нас не отпускают. Потом поприносили какие-то сухие пайки, в коробках покидали. И сказали, вы будете здесь ночевать. Мы там начали возмущаться, то все, нам туда-сюда. Нет. Всем, кто верует в Христа, становитесь на колени, молитесь. Ну, мы все стали молиться. Помолились, все. Кто покушал, кто не покушал, потемнело. И всем сказали, так, ложитесь вдоль стены. Там, показали. А церкви уже больше 100 лет. 150, да, то ли, церкви. 1860 года. 1860 года церковь. А купол сделан при советской власти. Мы его сбивали раньше, а потом да. опять. И вот вы представляете, темнота. Ну, там у нас дебаты были. Меня несколько раз с автоматом удалял, чтоб я не выступала. А потом при конце сказал, ну ладно, иди, сепарируй. Потом от церкви начала стали стрелять танки. Пауза. Выстрела пауза. Прямо под церковью был закопан. Дрожал весь купол вот так. А Толя говорит, этому, который внутри сидит, этот, националист, говорит ему, зачем вы, говорит, провоцируете? Вы, говорит, собрали людей сюда и провоцируете. Тишина. В ответ они ничего не ответили. Проходит
время... Так с интервалом 3 раза. Да, а потом один из, ну, там, наших же всех говорит, люди, а ведь купол строился в советское время, ну, слабоватый, не то, что там раньше. И он мне, а мы же все на полу, и мне муж говорит, давай в сторону выхода немножко от купола отсунем. Я говорю, Ира, уходим, это провокация, говорю, нас побьют здесь. Как рынулся этот весь народ на выход, а узкая дверь такая, как вот эта, давка началась. Ну, в общем, там такое творил. Господи, святый Боже. В общем, мы выскочили все на улицу, где-то это было 12 час. Только там собрались, а глянули, а это не тех, которые днем были с автомата. Это стоят обыкновенно хлопцы, чьи-то дети. Я подбегаю до него, говорю, сынок, что это, где ваши начальники? Они, говорят, знали, что это дело будет, они в бункере спрятались в подвалах. Я говорю, так что ж нас поубивают? Мы тогда, но эти были безоружные, без автоматов, без ничего. Хлопцы, ну молодые, ну лет по 20. Я говорю, сынок, как тебя звать? Сергей, по-украински. Ну, а я по-украински хорошо разговариваю. Кажу, Сережа, куди нам, що нам робити, куди нам бігти, що робити? А він каже, ми самі не знаємо, ось ще хлопець буде, я його зараз пошлю до старшого, і хай він узнає. Я говорю, знаєш, що діти? І тут почалась автоматна стрільба в нашу сторону. Ну, народу много выскочили на улицу. Народу много выскочило. И вдоль стрельнули с автомата. Сынок, расскажи, и народа всё 5 было на назад свете. в церковь. И вот это всех, которые Посунулся. было, ну, может, человек 25-30, опять в эту церковь, опять душиловка, люди падали, крик, шум, гам, дым идет, там из церкви, ничего не видно. Господи, Боже мой. Потом мы остались, я не могла найти племянницу, где-то она делась, потерялась. Я выскакиваю, кричу, Ира, Ира. Она говорит, я здесь. Они потеряли сына, что-то там, потом нашли его. В общем, короче говоря, там свалка была. Потом я подхожу к этому опять хлопцу, говорю, говори, что нам делать? Он говорит, сказал, пришел этот хлопец и сказал, те, которые стоят вдоль дороги пунктиром, их там несколько человек, сказали, пусть по 3-5 человек группами разбегаются домой. Но только чтобы бежали по асфальту. Я говорю, нас постреляют. Не постріляють, каже. Біжіть, каже. Поки є можливість, бо це, каже, ще не все. Так він сказав. Ми перекрестились. На церкву глянули, что купол ничего нету. Как мы бежали, один Бог знает, ямы вот такие там, ну что какие, что ж вы бачили, что там робится. Мы бежим, муж говорит, мы, наверное, дом пробежали. А я говорю, Толя, у нас ориентир, у нас танк разбитый. После этого меня начала истерика такая была. Мы все забились в подвал, и все выли, там сидели и молились. У нас там и иконы, и все, и все. И вот это вот такая у нас была история.